Всем привет, друзья! Сегодня вы узнаете, у кого на Земле самые сильные челюсти. Дикие животные вынуждены использовать свои физические качества в борьбе за выживание, и мощные челюсти являются отличным инструментом для самозащиты и добычи пропитания. Неудивительно, что самые сильные челюсти принадлежат высшим хищникам, которые удобно устроились на вершине пищевой цепи, так что сбор достоверных данных о силе их укусов является очень рискованной задачей. Исследователи использовали ряд методов от прямого измерения до компьютерного моделирования, чтобы оценить силы укусов разных животных. Полученные знания удобнее всего выражать в атмосферах. Для лучшего понимания цифр, которые я вам предоставлю, давление челюстей человека в среднем оказывается на уровне 15 атмосфер. 10 место. Лев. Давление укуса короля зверей составляет всего 45 атмосфер, что не намного больше, чем у самой сильной домашней собаки, английского мастифа, сила укуса которой чуть меньше 40 атмосфер. Но львы – существа социальные. Они обычно охотятся в группах и съедают поверженное существо там, где оно падает. По предположению некоторых исследователей, это может уменьшить потребность в мощных челюстях у льва. Кстати, в львином прайде обычно охотятся львицы, а лев тем временем отдыхает. Причем львицы приносят добычу прайду. Если же на охоту выйдет сам лев, добычу он скорее всего съест на месте самолично. 9 место. Гризли. Сила укуса 65 атмосфер. Мифологизированные за их предполагаемую способность обезглавить лося одним движением своих массивных лап, гризли отлично работают портативными дробилками, которые никогда не чистят зубов. Врачи в США разработали антибиотические коктейли для борьбы с бактериальными инфекциями в глубоких тканях, с которыми часто сталкиваются люди, пережившие укусы этих мишек. Говорят, что их челюсти достаточно мощные, чтобы раздавить шар для боулинга. Интересно взглянуть на смельчака, рискнувшего это проверить. 8 место. Бенгальский тигр. Сила укуса 70 атмосфер. Бенгальские тигры – самые большие представители семейства кошачьих. К тому же они могут похвастаться самыми длинными клыками среди них – до 7-8 сантиметров. Эти крупные, красивые звери стараются избегать людей, но те из них, кто этого не делает, могут в одиночку разграбить целые индийские деревни. По образу жизни бенгальские тигры – это ночные животные. Днем эти хищники предпочитают отдыхать и набираться сил, а с наступлением сумерек выходят на охоту, задействуя свои мощные челюсти. Сильные, быстрые и ловкие бенгальские тигры редко возвращаются домой без добычи. 7 место. Пятнистая гиена. Сила укуса 75 атмосфер. Гиены – это опытные охотники, которые временами атакуют самостоятельно, но чаще всего они работают именно падальщиками. В их челюстях заключена огромная сила, которая позволяет этим африканским млекопитающим с удобством разделывать туши, оставленные другими хищниками. Их крепкие острые зубы могут разрезать плоть и дробить кости, а большие челюстные мышцы в сочетании с уникальной арочной структурой неба, которая защищает череп от сил, возникающих при укусе, делает гиен особенно эффективными мусорщиками. Когда стая гиен разделывает добычу, от нее обычно не остается даже рожек и ножек. 6 место. Белый медведь. Сила укуса 80 атмосфер. В отличие от большинства медведей, чьи зубы предназначены для пережевывания как флоры, так и фауны, белые медведи являются исключительно мясоедами, по-научному – гиперкарниворами. В результате их челюсти хорошо приспособлены для борьбы с той добычей, с которой они сталкиваются в Арктике. В основном это толстокожие моржи, нерпы и прочие морские млекопитающие. К слову, белые медведи – это единственные представители своего семейства, расценивающие людей как добычу. Так что не стоит гулять по Арктике одному и ночью, это может плохо кончиться. 5 место. Горилла. Сила укуса 90 атмосфер. Тут играют роль не столько зубы, сколько массивные мышцы шеи и челюсти, которые делают гориллу одним из самых опасных представителей королевства приматов.
После человека с ружьем, разумеется. Да, они не хищники, а травоядные, но в рацион зачастую входят гораздо более жесткие объекты, чем бананы. Крепкие коренные зубы гориллы позволяют им жевать молодые побеги, кору, орехи, клубни и другие волокнистые продукты. А вот длинные и острые клыки, замеченные в пасти у зрелых самцов, нужны им главным образом лишь для демонстрации силы. 4 место. Ягуар. Сила укуса 100 атмосфер. Самая большая кошка в Северной и Южной Америках также носит сомнительный титул сильнейшего кусь-мастера. В отличие от всех других кошачьих, которые в основном стремятся схватить жертву за горло, чтобы быстро отправить ее на тот свет, ягуар кусает жертву за голову и способен прокусить панцирь черепахи своими зубами. Ягуары ведут исключительно ночной образ жизни, а днем предпочитают спать где-нибудь в укрытии. Охотятся они на любую добычу, от мелких грызунов до крупных млекопитающих вроде оленей или водосвинок. 3 место. Бегемот. Сила укуса 120 атмосфер. С клыками, которые могут вырастать до полуметра, ртом, который открывается на 180 градусов, и укусом, способным раздавить целый арбуз, как мы с вами виноградину, у гиппопотамов, вероятно, самые сильные челюсти среди всех травоядных на планете. Территориальные и потенциально агрессивные бегемоты особенно враждебно относятся к крокодилам и, как говорят, способны перекусить 3-метровую рептилию пополам. Давление укуса у самок получилось на уровне 120 атмосфер, а вот самцы оказались слишком агрессивными, чтобы совать им в рот всякие предметы. 2 место. Большая белая акула. Сила укуса до 300 атмосфер. В 2008 году группа австралийских ученых во главе со Стивом Уро использовала сложное компьютерное моделирование, основанное на множестве рентгеновских изображений черепов акул, чтобы получить пугающие данные. 6,5-метровая белая акула способна укусить с давлением в 300 атмосфер. К счастью, сила укуса у акул сильно зависит от их размеров, и гораздо более распространенные 3- или 4-метровые рыбки будут кусать значительно слабее, чем крокодилы тех же размеров. К слову, мегалодон, вымершая древняя акула, которая могла достигать в длину 18 метров, обладала давлением укуса до 2700 атмосфер. 1 место присуждается гребнистому крокодилу. Сила укуса 250 атмосфер. Доктор Грегори Эриксон, профессор анатомии и палеобиологии, провел 10-летние исследования с целью научного измерения силы челюстей у всех 23 видов крокодилов. Эриксон и его команда помещали специально разработанный датчик силы укуса, который он сравнивает с дорогими весами в ванной комнате, завернутыми в защитные слои из бычьей кожи, между челюстями всех видов крокодилов. Самое высокое давление, 250 атмосфер, было зарегистрировано у 5-метрового гребнистого крокодила. Это самое большое давление челюстей за всю историю наблюдений. Оно превосходит значение в 200 атмосфер у 4-метрового дикого американского аллигатора. Примечательно, что полученные данные позволяют прогнозировать силу укуса у вымерших крокодилов, обнаруженных в окаменелостях, в том числе 12-метровых, которые по оценкам способны генерировать давление в 1500 атмосфер. Надеюсь, дорогой зритель, вы сегодня узнали кое-что новое. Приходите на канал снова. Всего вам доброго.